Глава 23. Перед работой Сокджин заехал к Хасоку. Тот не появлялся в галерее с того самого дня, как агенты спрашивали об этом чертовом колье. Как уехал тогда, да практически улетел, так больше и не появлялся. С галереей ничего не случится. Сотрудники знают свое дело. Они откроют и закроют в нужное время, примут посетителей, развесят их верхнюю одежду, расскажет им о картинах и драгоценностях. С галереей ничего не случится без Хасока, с которым случилось то, что лишило его всяческого желания выходить в люди в ближайшее время. Его изможденный, бледный, измученный вид вызвал бы у каждого гостя желание отправить его в больницу в карете скорой помощи. Отчасти он не врал, когда сообщил тому же Сокджину, что болен. Его лихорадило третьи сутки только об одной мысли, что он держал в руках, что носил на шее и с чем его могли просто скрутить и запихнуть в федеральную тюрьму. А потом оттуда куда-нибудь в Алькатрас, не иначе до конца жизни. Потому что он никогда не признался федералам в том, что это колье подарил ему Мин Юнги. И, несмотря на все свое состояние, на все свои бессонные ночи, когда он думал, куда ему деть этот чертов камень, не выкинуть же его в океан, чтобы никто не нашел, несмотря на то, что он не признался бы даже под пытками о Юнге. Если бы тот сейчас появился, Хасок, наверное, просто убил бы его голыми руками. А потом сам поехал в Алькатрас прямой дорогой и попросил его открыть лично для него. Сокджин. Он очень нескоро открыл дверь после звонка, очень нехотя, на небольшую щелку. Что случилось? И вовсе не показушно, весьма натурально захрипел в сторону, закашлялся, потому что в жизни столько не курил и не пил, как в этой лихорадке. «Пусти меня, пожалуйста», — попросил тот спокойно. Хасок мученически вздохнул, но приоткрыл дверь шире и отошел от нее на пару шагов, плотнее запахивая старый домашний халат. «Что случилось, Сокджин?» — повторил он. «Это я хотел спросить, что с тобой случилось?» Тот приложил ладонь к его лбу, пригладил взлохмаченные волосы и за плечо повлек в кухню. «Ты отвратительно выглядишь». «Ты был у врача?» Он не однажды был в этом доме и сейчас действовал, не спрашивая разрешения. Усадил Хасока на высокий стул, поставил воду на плиту, чтобы приготовить чай. Дом Хасока, особенно кухня, выглядел не лучше хозяина. Удивительно, что нашлась хоть целая и чистая кружка, и потому, что была в самом дальнем углу буфета, как редкий выживший во время разрушительного землетрясения. «Я же сказал, что заболел», — рыкнул Хасок. «Но врач мне не поможет. Это не лечится». «Все лечится, так или иначе, кроме смерти», — заметил Сокджин. «Пожалуйста, не паникуй, учитывая, что у меня сегодня второе свидание с Ким Намджуном. Никаких обвинений ФБР нам пока не предъявляет». «Ух ты!» Радость в голосе Хасок не смог бы сейчас изобразить. «Ты ходишь на свидание с агентом ФБР?» На месте ему не сиделось, да и чаю совсем не хотелось. А вот водка где-то еще осталась. На нее Хасок перешел, когда выпил все остальное из своих запасов. Это помогало поспать лишь первые сутки. Потом перестало. «Что он тебе сказал? Сколько он тебе заплатил за то, чтобы ты показал им вторую копию?» Хасок нашел бутылку в завалах и глотнул прямо из горла. «Почему ты не предупредил меня? Почему ты предал меня, Сокджин?» Возможно, это было слишком громкое заявление. Но в состоянии Хасока он готов был обвинять весь мир вокруг в предательстве. Весь мир, который для него вдруг рухнул внутри него. А хаос, который он устраивал своими руками снаружи, был лишь способом гармонизировать внутреннее и внешнее, выместить злость и ненависть на беззащитных вещах.
на собственном доме, на собственном теле. Хасок готов был крушить самого себя, лишь бы не поехать искать Юнги, чтобы действительно убить его. «Что за чушь ты несешь?» — устало спросил Сакджин. «Я прикрываю вас обоих, как могу. И это ты принял от Юнги это проклятое колье, не я. У меня сердце было не на месте с того самого момента, когда он принес мне копию. Не говори мне, что я тебя предал, Чон Хасок». Он поставил перед ним чашку с горячим имбирным чаем и велел: «Выпей, хватит уже изводиться». «Чего ты меня прикрываешь?» Хасок на нее даже не взглянул. «Я об этом тебя просил, и только попробуй мне сказать, что ты знала о том, что он подарил мне настоящее колье. Я этого точно не переживу». «Он просил», — признался Сакджин. «Пришел ко мне весь сияющий, когда ты принял его подарок. Что мне оставалось делать?» Он мягко погладил Хасока по волосам и тихо сказал: «Я не знал, не был уверен, но полагал, что дело тут нечисто, если он обратился ко мне. Пожалуйста, Сакджин, не трогай меня сейчас». Хасок подался назад от его руки. «Просто не трогай». Ему нужно было выдохнуть и еще раз глотнуть не из чашки, конечно, а из бутылки в руке. «Хотел бы я ответить, что ты должен был послать его нахуй, но что-то подсказывает, что это должен был сделать я. Но я и представить не мог, что это, блядь, настоящий алмаз, что он ебанулся настолько, что притащил мне настоящий, твою мать, краденый алмаз. Какого хрена вообще? Что он хотел этим добиться? Чтобы переспать со мной? Я, блядь, не такой уж и недоступный, чтобы дарить мне такие вещи. Можно было просто намекнуть». Он глотнул еще раз, а потом поставил бутылку на стол. Так резко, что чуть не разбил. «Значит так, Сакджин, ты ничего не знал. Вообще ничего не знал, ты понял? Ты не знаешь, где настоящий алмаз. Кто его мне подарил, тем более. На моей шее в тот день висело это, то, что лежит у тебя в лавке. Ничего больше. Просто выучи это как молитву, и все остальное выкини из своей прекрасной головы. А я разберусь, что мне с этим делать. Я разберусь и вернусь, хорошо? Позаботься о нашей галерее, пока меня нет. Пока я еще могу тебе доверять. Только тебе». «Но я ничего не знаю о настоящем алмазе», — подтвердил Сакджин. «Отдыхай и выздоравливай. Я присмотрю за делами в галерее. Не делай глупостей, Хасок, ладно?» Он достал из кармана крохотный флакон с 3 таблетками и оставил его рядом с чашкой. «Это от бессонницы. Принимай по одной». «С водкой нельзя мешать, да?» — хмыкнул Хасок, но благодарно кивнул. «Сакджин, я надеюсь, что федерал не подбирается к тебе для выяснения обстоятельств нашего дела. Не хотелось бы, чтобы так было». «Но я мешал», — признался тот. «Проспал часов 12. И без сновидений». Он помолчал, но ответил: «Я знаю, что люди могут быть бесконечно двуличны, лицемерны и жестоки, что можно сыграть все, что угодно. Но он точно не стал бы жертвовать своим сыном, чтобы вызвать мое участие и через меня подобраться к тебе. Нет, Хасок, не беспокойся об этом». Где-то там Хасоку пришла в голову еще одна мысль, показавшаяся очень логичной его воспаленному сознанию. Но он предпочел ее не озвучивать. Сакджина она, в конце концов, никак не касалась. «И сними ты эту картину в голубом зале. Можешь закинуть ее в мастерскую, только чем-нибудь накрой. Не хочу ее видеть, когда вернусь», — добавил Хасок перед его уходом. «Если вернусь». Этого он не произнес вслух. Видимо, у него был объявлен какой-то приемный день, потому что следующий звонок в дверь раздался через 3 часа. Юнги терпеливо ждал, когда ему откроют. Хасок не успел убраться ни в прямом, ни в переносном смысле. Больше не пил ни водку, ни чай тоже. Ему было не до этого.
но лучше он не выглядел. И почти сразу открыл, потому что ждал курьера. Рот открылся, но звуки застыли в горле, когда он увидел за порогом Юнги. Так или иначе, убивать его прямо на пороге собственного дома Хасок не стал. Поэтому открыл дверь шире, так что она шарахнулась об стену, с которой что-то там упало. И пропустил гостя в дом, чтобы за его спиной дверь грохнула снова, уже об косяк. Хасока колотила, а ведь совсем недавно казалось, что стало легче. «Что тебе нужно?» — еле выдавил он из себя сквозь зубы. Хотел попрощаться. Юнги стоял, не двигаясь, не пытаясь коснуться. «Мне нужно уехать на какое-то время. Господи, Хасок, я не думал, что...» В его темных глазах мелькнуло чувство вины. «Что ты не думал?» — зарычал тот диким зверем. «Не думал, что твой ебаный подарок так уничтожит меня? Или ты сейчас надо мной глумишься? Пришел посмотреть, как же я это пережил. А потом будешь ржать, рассказывая кому-нибудь Ханзе, как вы меня растоптали». Юнги дернулся, как от удара. «Ты не прав», — выдавил он. «Я хотел подарить тебе то, что достойно тебя. Что-то, что будет таким же драгоценным. Я не думал, что это так тебя испугает». Хасок едва не расхохотался ему в лицо. «Достойно меня? Вот это, по-твоему, меня достойно? Украшение, которое принесло столько бед своим владельцам? Украшение, которое спокойно себе лежало под охраной, а ты, блядь, решил, что я ему буду очень рад, когда его ищут по всей Америке? Ты ебаный придурок, Мин Юнги! Уходи сейчас же, пока я не стал убийцей ебаных придурков». «Его могут искать хоть по всему миру», — спокойно сказал Юнги. «Никто не будет искать его у тебя. Ты можешь даже публично носить его, все будут считать его копией. Неужели ты думаешь, я бы не позаботился о твоей безопасности?» «Ты, блядь, меня не слышишь». Хасок дернулся к вешалке, с которой еще во время 2 ударов двери что-то свалилось на пол. Но все равно она была завешена пальто и шарфами. И дернул ее прямо на пол, к чужим ногам. «Уходи из дома, нахуй! Я больше не желаю тебя видеть никогда в жизни!» В голове Юнги разом стало тихо. Сейчас он не слышал никаких голосов, словно все звуки закончились. Кажется, такое уже было очень давно в детстве, хоть он и понимал, что не мог ничего помнить. Его мгновение назад живые глаза помертвели, черты разом заострились. «Я тебя понял», — бесцветно сказал он и развернулся, чтобы навсегда уйти из чужого дома и чужой жизни, как всегда. Почему он позволил себе думать, что это когда-нибудь изменится? Дверь бесшумно закрылась за ним, лишь только жалобно скрипнув. Вгрызся зубами в собственное запястье и взревел, как только Юнги отошел от дома. Чон Хасок, всю жизнь боявшийся подделок, не думавший, что беда найдет его в виде оригинала. Он так не рыдал, даже когда понял, что это оригинал. Потому что даже сейчас не мог пойти с ним в ФБР и открыть им всю правду. Не смог бы, даже если бы они сами сейчас к нему приехали, следом за ушедшим навсегда Мин Юнги. Глава 24. Намджун с Ханбином на руках приехал в галерею в назначенный час и поднялся по лестнице, забавно ругаясь на нее, отчего ребенок не расплакался, вспомнив, как здесь упал, а наоборот захихикал, соглашаясь, что это очень плохая лестница, дурная, опасная. Сейчас Намджун был без цветов, хотя очень хотел купить еще один букет нежно-кремовых роз или лилий для разнообразия. Но пойди потом ребенку объясни, почему он дарит Сакджину букеты. Хотя сын сразу подарил ему все свои рисунки, которые обещал. Может, и папе можно было принести цветы. Нет, это тебе. И смотрел на него своими чистыми глазами.
Папа сказал, что мы едем на край земли. Я хочу посмотреть. Там, наверное, интересно». Оделись они очень тепло. На Ханбина Намджун шапку надел и варежки, а гипс на его ноге пришлось замотать шерстяным шарфом, чтобы нога без обуви не замерзла. Было в этом что-то креативное. «Мне тоже очень интересно, что там», — улыбнулся Намджун, лишь взглянув на Сакджина. И вот ведь только недавно расстались, ночью, накануне, а уже соскучился. Очень хотел бы обнять, поцеловать, шепнуть об этом. Но при ребенке получилось только последнее, когда Сакджин забирал из рук Ханбина рисунки. Утреннее умиротворение, пошатнувшееся после визита к Хасоку, вернулось к Сакджину как-то разом. Едва он увидел мальчика и его отца. Он восхитился рисунками и устроил их на своем столе. Надел объемный шерстяной шарф поверх рубашки, сменил лаковые туфли на тяжелые ботинки и набросил сверху короткое полупальто. «Я надеюсь, вам обоим понравится». Им сегодня повезло. Погода была солнечной, в тумане они мало что могли бы увидеть. Сакджин доехал до парка в районе Ричмонд, оставил машину, поправил шарфы на обоих своих спутниках и повел их к краю земли, самой западной точке континентальной Америки. Пешеходная тропа, конечно, была не из легких, полная крутых спусков и подъемов, но заросли кипарисов, отвесные скалы, о которые разбивались миллионами брызг волны, галечные пляжи — это стоило того, чтобы идти по ней. Перед одним из спусков, по которому, кажется, только горные козы могли пройти, Сакджин повернулся к Намджуну. «Бини, иди ко мне», и протянул руки, готовый принять ребенка. Если бы сердце Намджуна не растаяло раньше, то непременно сделало бы это сейчас, когда его Ханбин оказался в руках Сакджина и засиял, цепляясь за его шею. «А папа первым пойдет и будет расчищать дорогу», — воинственно сказал Намджун, негромко засмеялся и пошел вниз, но не слишком далеко уходил, чтобы придерживать Сакджина под локоть на этом спуске. За обоих волновался. «Лучше смотри под ноги и будь осторожен», — строго велел Сакджин своим самым королевским голосом и засмеялся. «Я бываю здесь почти каждую неделю, пройду с закрытыми глазами». Но он, конечно, глаз не закрывал, оберегая свою драгоценную ношу. Спустился почти танцующим легким шагом, ни разу не потревожив удобства Ханбина, который как раз глаза-то закрыл, прижимаясь к его груди. Правда, очень скоро открыл и восхищенно указал вдаль. «Папа, смотри, там мост!» «Опять мост!» — забавно фыркнул Намджун. «Ну, зато ты его наконец увидел. А то в прошлый раз все проспал. Красивый, правда?» «Очень красивый», — согласился ребенок и поднял на Сакджина взгляд. «Я тебе нарисую красивый мост. И себя с папой», — попросил тот. «Буду на вас смотреть». «Это...» — он смущенно кашлянул, переходя на тон заправского гида. «Одно из лучших мест обзора моста. В дневное время в его перспективе. Видишь, Бини, какой он длинный, а вокруг океан». «Очень длинный», — кивнул Ханбин. «А куда он ведет?» Намджун подошел ближе и не мешал Сакджину отвечать, как гиду. Но ему нужно было сказать. «Ты можешь смотреть на нас здесь хоть каждую неделю. В смысле, не на рисунок, а на нас самих». «О чем ты?» — изумился Сакджин. «Вы пробудете здесь подольше?» «Мы решили переехать». Намджун посмотрел на бескрайний океан, сложив руки за спиной. «Ну, то есть окончательно решили». Сакджин судорожно вздохнул, словно вопросы душили его, но отвел взгляд. «Поговорим об этом потом, хорошо?» И он указал взглядом на мальчика. «Хорошо, поговорим», — согласился Намджун. «А куда ведет этот мост, Сакджин?» — повторил ребенок свой очень важный вопрос. «Он ведет через пролив Золотые ворота, к округу Марин», — начал объяснять тот.
А раньше добраться до округа можно было только по воде. Но в 1933 году началось строительство этого моста. Он очень интересный, один из самых узнаваемых в мире. Сейчас по нему можно проехать и даже пройти, если у тебя много времени. Он взглянул на Намджуна, поймал себя на мысли, что неугомонный Ханбин может заставить отца пройти вдоль всего моста пешком, и смущенно засмеялся в волосы мальчика. Но лучше это сделать летом, когда будет тепло и не так ветрено. Попытался он хоть так отсрочить возможное путешествие. А Ханбин внезапно надулся, как будто его обманули. «Ну, тогда это не край земли, раз там есть другая земля», — заявил он, скинув нос. «На краю земли ничего не должно быть видно. Никакого округа». Намджун даже хохотнул. Его ребенка сложно было провести. «Так ведь округ с другой стороны». Сакджин резво запрыгал по галечному пляжу, встал так, что скала закрывала собой мост. «Посмотри сейчас. Только океан». Ребенок что-то проворчал очень неразборчиво, вглядываясь, а потом, наконец, вспомнил слово, которое папа так часто произносил. «Ну, допустим». Намджун снова хохотнул у Сакджина за спиной. «А еще иногда здесь можно увидеть морских львов. Это такие тюлени черного цвета», — продолжал рассказывать Сакджин. «Может быть, ты их даже видел в цирке. Они очень умные, игривые и легко учатся разным штукам». Намджун задержал дыхание, как перед прыжком в воду, потому что уже знал, что будет дальше. «А когда иногда? А если мы здесь останемся ждать, то можно их увидеть? Я хочу увидеть морских львов. Они не опасные, они красивые. Я хочу их увидеть. Папа, ты видел морских львов? Ты хочешь посмотреть на них?» «Не видел, малыш». Он обошел Сакджина и снова встал рядом. «Но если мы тут останемся их ждать, мы замерзнем, и тогда не увидим морских львов. А они увидят 3 замерзших дурачков. Может, нам в другой раз повезет их увидеть». «Мы сделаем вот как», — пообещал Сакджин, прижимаясь на миг к его теплому боку. «Когда будем возвращаться, спросим у здешних работников, когда больше шансов увидеть морских львов. Я здесь бываю очень часто, но видела их всего несколько раз. Сейчас мы их ждать точно не будем. Может, они приплывают только утром или вообще не каждый день. А сейчас я покажу вам лабиринт. Это тоже очень интересно». «Откуда они приплывают? Где они живут?» — допытывался Ханбин по дороге к лабиринту. «А зачем они приплывают сюда? Посмотреть на замерзших дурачков?» И захихикал, глядя на папу. Очень ему нравилась эта фраза. «Никогда не задавался этими вопросами», — честно признался Сакджин. «Но к следующему разу я постараюсь это выяснить. И все тебе расскажу». Он легко взбежал по крутому склону наверх, дождался Намджуна и с сожалением передал ему ребенка. Впереди был лабиринт, старый заброшенный бассейн, и, может быть, они еще могли бы отдохнуть на милых романтичных лавочках. Сакджин не был до конца уверен, что Намджун вкладывал в понятие небанальной романтики, но надеялся, что ему понравится. Намджуну нравилось, безусловно, даже несмотря на то, что Сакджина хотелось обнять почти каждую минуту. На каждом новом повороте, на каждом месте встать рядом с ним и обнять. Можно было даже с ребенком. Но он себе этого не позволял, чтобы никого не смущать, ни Сакджина, ни ребенка, ни прохожих. Еще он переживал в тот день, когда Ханбин сломал ногу, что тот будет слишком часто грустить из-за того, что не сможет бегать сам. Но ребенку, походу, нравилось на всех по очереди кататься. Он даже не рвался никуда, а только восседал на руках, как маленький принц, которого носят по его владениям. Когда Сакджин привез их к дому Тэхёна,
Само собой, после кафе с горячим кофе для взрослых и какао для Ханбина уже темнело. «Спасибо, что провели этот день со мной», — улыбнулся он обоим, прежде чем выйти из машины и открыть дверь своим пассажирам. «Это было чудесно». «Спасибо, что показал нам красивые места», — сказал нам Джон, и слегка умаявшийся ребенок ему вторил. «Подождешь меня? Я сейчас отнесу его в дом и приду. Или хочешь, пойдем с нами? Нам нужно поговорить». Сакджин покачал головой. «Мой визит в дом агента Федерального бюро, который занимается делом, связанным с моим салоном, не самая лучшая идея. Я приеду за тобой через час, хорошо?» Намджон на мгновение нахмурился, но потом кивнул. «Хорошо. Мы успеем за это время совсем справиться». «До встречи, Сакджин!» — пробормотал ребенок и улыбнулся, а потом помахал ему из-за папиного плеча, пока они не скрылись за дверью. Сакджин успел съездить в галерею и переодеться. Благо, там всегда были вещи к разным случаям. Позвонил и заказал столик во французском ресторане, где ему никогда не отказывали. И через час был на месте, ожидая Намджуна. Тот вышел из дома, опоздав всего на несколько минут. И то потому, что долго подбирал шарф. «Все, ребенок спит, и я могу быть свободен», — улыбнулся, когда сел в машину, и потянулся к руке Сакджина своей. Взял ее и прижал к своей щеке. Я снова соскучиться успел. Так быстро. Тот погладил его щеку с той же нежностью, что гладил Ханбина. Мы только успели расстаться, а ты уже скучаешь? Я скучал по тебе весь день, проговорил Намджун, притянул его ближе и коснулся губ. Вот поэтому. По возможности так сделать. Сакджин притих, мысленно препарируя свои ощущения. Он не позволял себе поцелуев в машине, но все равно было приятно. Я заказал столик. Надеюсь, ты и не против французской кухни. Выдохнул он в дюйме от губ Намджуна. Ты хотел поговорить, а там самое тихое место. У них отдельные кабинеты, нам никто не помешает. Рассказывать Намджуну о том, как часто это место использовалось для деловых переговоров на нейтральной территории, он не собирался, конечно. «Я не против», — выдохнул тот, тоже не отстраняясь. «Ты бы тоже хотел поговорить, когда сказала о нашем переезде. Значит, поехали поговорим?» И еще раз поцеловал. Очень легко перед тем, как все-таки сел ровно. Сакджина явно знали в этом ресторане. Их встретили у дверей и проводили в отдельный кабинет. Сразу принесли шампанское, фрукты и сыр. После того, как заказ был сделан, двери плотно сомкнулись, оставляя мужчин вдвоем друг против друга. «Давай сначала ты», — предложил Сакджин, разглаживая на коленях крахмальную салфетку. «Давай». Намджун покрутил пальцами изящную ножку бокала. «Мне показалось, что ты...» Напрягся, когда услышал о нашем переезде. «Наверное, я должен сказать, что задумывался об этом раньше, потому что мой друг решил сюда переехать. Мой самый близкий друг, практически брат и дядя Ханбину. Он его с пеленок знает и обожает. Да, они оба друг друга обожают. И иногда Чимин мне как второй ребенок. Я ловлю себя на этой мысли, хотя у нас разница в возрасте всего 3,5 года. Так вот, он действительно переезжает сюда, совсем. Перевелся в местное отделение по работе. Я знаю, что просить его остаться я не могу, но и оставить его не могу, тем более. Он мне как семья. Брат и ребенок в одном. Мне хочется, чтобы между нами не было столько километров. Летать замучаешься. А телефонные разговоры — это прекрасно. Но все-таки совсем не то, что живое общение. И когда изобретут другие способы связи, мы будем уже очень старые и можем забыть лица друг друга к тому времени. Он выдохнул, делая небольшую паузу. Я это к тому, что это не только из-за тебя.
Я и правда раньше об этом думал. Решил съезжу, посмотрю, прислушаюсь к себе. Посмотрю, как здесь понравится сыну. И тогда решу. А после того, как мы познакомились, я уже и не думаю. Мне не нужно сомневаться в том, где я хочу жить. Сакджин выслушала его, чуть склонив голову к плечу, кивая время от времени, и лишь на последние слова вскинулся. Намджун, я не хочу, чтобы наше знакомство и наша, он замялся на миг, ночь влияли на твое решение. Это очень приятно, все то, что между нами было. Но сколько оно продлится? Я не могу обещать тебе, что это будет долго. Не могу быть в этом уверен. Сейчас оно есть, оно радует нас обоих, всех троих, и это прекрасно. Но я бы остерегся строить долговременные планы. Сколько это продлится? Намджун посмотрел на свой бокал и снова покрутил его. Этого никто не знает. Ни ты, ни я, ни даже очень умный мальчик Ханбин. Видно было, как напряглась его линия челюсти. Я не прошу тебя строить долговременные планы. И я на тебя не давлю. Но то, сколько это продлится, зависит от нас самих. Сколько мы этого захотим, если однажды, даже сегодня или завтра, ты скажешь мне, что все кончено, все, что радовало, больше не радует, я уйду. И не имеет значения, где я буду при этом жить, здесь или в Вашингтоне. Спасибо. Шепнул Сакджин, протянул руку через стол и погладил его по щеке. Я буду радоваться сейчас, здесь с тобой, и не буду опасаться будущего, каким бы туманным оно ни было. Его не нужно опасаться, оно все равно настанет, и ему плевать на твои опасения. Может случиться все, что угодно. Намджун прикрыл глаза, прижимаясь к его ладони. Только, пожалуйста, Сакджина. Он вздохнул, собирая слова в осмысленную фразу. Если тебе будет неприятно со мной, если ты перестанешь радоваться моим прикосновениям, не молчи об этом, хорошо? Как бы ни было тяжело, но скажи. Не нужно лгать мне, если остынешь. В этом ты можешь не сомневаться, пообещал Сакджин. Я не держусь за прошлые воспоминания. Сказал и тут же понял, какая это ложь. Именно воспоминания или даже их тень, знания об этих воспоминаниях делали его тем, кто он был. Намджун перехватил его руку и поцеловал ладонь. И с тыльной стороны тоже. Спасибо. А потом протянул ему кусочек сыра свободной рукой. Попробуешь? Он вкусный. Сакджин принял угощение, коснулся губами его пальцев, прижмурился, смакуя. Вкусный, решил он, отнимая руку, когда раздался тихий стук, сообщивший о приходе официанта. Скоро заказанные блюда были на столе. Я никогда не встречался с парнями азиатского происхождения, заметил вслух Сакджин, когда они снова остались вдвоем. Я тоже. Наконец улыбнулся Намджун, пробуя еду. И как ощущения Сакджина? Знаешь, очень интересные, с нарочатой серьезностью сообщил тот. Возможно, мне стоило попробовать раньше, но я не жалею, что дождался для этого именно тебя. А я тоже, повторил Намджун. Иногда я думаю, что даже если бы я родился в Корее, то все равно переехал бы в Америку при первой же возможности. Но при этом первый язык, который я выучил, это корейский. О, а сколько их всего? Языков, которыми ты владеешь? С любопытством поинтересовался Сакджин. 6. Намджун задумался, сжал руку в кулак и разгибал пальцы. Корейский, японский, китайский, французский, немецкий и латынь. Черт, с родным английским 7 получается. Только не говори при мне на японском, хорошо? Сакджин улыбнулся, но как-то принужденно. Не буду, согласился Намджун. Но позволь спросить, почему? Я слышал его в детстве, и мне не понравилось. Сакджин снова разгладил салфетку.
И еще раз. Не волнуйся, ни слова на японском при тебе. А ты каким-нибудь языком владеешь? Французский и латынь. Я же учился в Англии в хорошей школе. Сакджин ненадолго замолчал, а потом поднял глаза на Намджуна и быстро заговорил. Я не рассказываю о своем детстве и, возможно, пожалею об этом уже через несколько минут. Но я не хочу, чтобы это однажды встало между нами. Мое рождение — какое-то нелепое чудо, удивительная устойчивость Сальварсану. Моя мать жила в японском лагере для утешения. Я не могу слышать этот язык, мне становится плохо. Я не должен был ничего помнить, это было совсем раннее детство. Но я почему-то помню. Ее не помню, а язык — да. Язык и женские стоны, от которых под Сакджином разверзлась бездна. И чуткий Сакджин совсем не слышал разницы между стоном боли и удовольствия. Намджун поднялся, отложив приборы. Переставил свой стул поближе, сел рядом и обнял, наверное, мешая есть. Но просто держать за руку после таких откровений — это мало, чудовищно мало. Я очень рад, что ты родился и вырос, Сакджин. Очень рад, что могу тебя сейчас обнять. Обними меня тоже, пожалуйста. Просто обними, мой хороший. Сакджин замер на миг, а после скользнул весь к нему на колени. Обнял обеими руками, и Намджун мог почувствовать, как по его телу проходит волна дрожи. «Спасибо», — прошептал он почти беззвучно, одними губами. Никто не может выбирать, где и когда ему родиться, как расти и что с этим будет происходить, мягко говорил Намджун, держа его очень крепко. Ну, если бы я мог выбирать не для себя, а для тебя, я бы сделал все, чтобы ты вспоминал о детстве с улыбкой. Тебе так идет улыбаться. У тебя такой нежный и лучистый взгляд, когда ты счастлив. Я хочу, чтобы ты был счастлив, Сакджин. Всегда. Тот поднял голову, вглядываясь в лицо, и в его глазах было и свет, и непролитые слезы. Обхватил это лицо руками и поцеловал, нежно и благодарно. Намджун удержал его одной рукой, второй провел по щеке и поцеловал в ответ. А потом потянулся к столу. «А я что-то не помню, это сыр вкусный или нет?» Покрутил в руках кусочек и скормил его Сакджину, не отпуская. «Ты вкуснее», — сообщил тот и обнял покрепче. Глава 25. Рейс до Нью-Йорка задерживался на несколько часов. Чимин устал сидеть на одном месте, прижимаясь к Тэхёну плечом. Книга наскучила, время уже было позднее, но по своему графику Чимин в это время уже был в кровати. Но 2 лишние чашки кофе, которые он выпил накануне, не давали ему заснуть на плече напарника. Находясь в этом аэропорту, Чимин не мог не вспомнить о Юнге лишний раз. Он оставил еще один номер Тэхёна и на своем автоответчике, и в отеле, из которого до сих пор не выселился. На всякий случай. Но Юнги больше не звонил. Наверное, чьи-то более красивые ноги увлекли его сильнее, с тоской думал Чимин. Наверное, он решил прекратить эту глупую странную игру, пока не поздно. А может быть, с ним что-то случилось? Может быть, он просто не смог позвонить? Тэхёна, я скоро вернусь. Чимин встал с кресла под предлогом отойти в туалет. Он и правда туда зашел. Вымыл лицо холодной водой, чтобы тревога разжала тиски. Выдохнул, глядя на себя в отражение, а на обратном пути завернул в ту самую курилку. Он ни на что не рассчитывал, конечно. Но с тревогой могла справиться сигарета. Гораздо вернее, чем вода. Это точно могло бы происходить в странной истории Намджуна. Потому что в той самой курилке, на том же самом диване, что и в прошлый раз, сидел Мин Юнги. Его плечи были опущены, он прикрывал лицо рукой, но не узнать его было невозможно. Перед ним была полная пепельница.
За 2 неполных-то часа, как он приехал в аэропорт и потребовал билет на ближайший рейс куда угодно. Отказался от Чикаго, Парижа и Тайбэя и неожиданно для себя согласился на Сеул. Он никогда не был в Корее. Вероятно, сейчас был самый подходящий момент. Ему не удалось родиться в Корее. Может быть, хоть умереть на родине получится, безразлично подумал Юнги. Он думал, что научился справляться с трудностями, избавился от глупого желания быть кому-то нужным, кому-то важным. Но нет. Одна фраза Хосока, и он разбит, сломан на части, развеян в пыль. Стоило бы сдохнуть под мостом в этой стране, которая перемолола его родителей, в которой он сам не нашел ни признания, ни счастья, ни любви. Это было бы символично. Но нет. Он был здесь, в аэропорту. Ждал своего рейса в Сеул, чтобы оказаться как можно дальше, чтобы никто больше не сказал ему: «Не желаю тебя видеть никогда». Сегодня, как назло, в курительной комнате было почти не протолкнуться. Видимо, большая часть собравшихся тоже нервничала из-за задержки рейса. Но место рядом с Юнги было свободным. И Чимин наконец узнал его уже после того, как сел и потянулся к пепельнице. «А Юнги?» — тихо уточнил он, не веря своим глазам. «А Юнги, это правда ты?» Он отвел руку от лица и вскинул на Чимина глаза. Больные, тусклые, словно по ним провели мокрой тряпкой, стирая цвет и блеск. «Пак Чимин», — хрипло и тихо сказал он. «Мы снова встретились». «Я не подготовил список», — отозвался Чимин как-то виновато. А потом внезапно для самого себя, глядя на Юнги, заплакал. По лицу побежали слезы тонкими ручейками, словно отголоски чужой боли и горя. Из глаз Юнги проникли в Чимина и сняли все эмоциональные заслонки. «Господи, Боже, да что же я за чудовище такое?» — обреченно прошептал тот. «Чимина, пожалуйста». Он смотрел растерянно, не зная, что ему делать с этим плачущим рядом с ним красивым мужчиной. Что можно сделать? Юнги даже с собственными эмоциями не умел правильно справляться. Протянул руку и, осторожно, готовый тут же ее одернуть, молча взял ладонь Чимина, сжал ее пальцами. Агент проглотил ком, вставший поперек горла помехой голосу. «Я так рад снова тебя увидеть, Юнги». И так крепко сжал его пальцы в ответ, что самому стало больно. «Так рад, что плачешь?» Усмешка вышла почти гримасой. «Не надо списка, Чимин. Ты весь красивый». Это слезы радости. Чимин прекрасно понимал, что это откровенная ложь. Он плакал, потому что видел Юнги таким потухшим и разбитым. Он видел его не так много раз, чтобы знать все его состояния. Но ему было с чем сравнивать. И он прекрасно помнил, с каким лицом тот лежал тогда на набережной. Оказалось, там ему было еще не так уж и плохо, по сравнению с тем, что Чимин видел перед собой сейчас. «Я боялся, что с тобой что-то случилось, Юнги. Боялся, что больше никогда тебя не увижу, что не увижу, не услышу, не узнаю, что с тобой», — затараторил он сквозь застывшие в глазах слезы. «А я ведь должен это знать. Должен знать первым, когда тебе плохо, Юнги. Я твой супруг, в конце-то концов». Он не мог ничего с собой поделать. Слегка затянувшаяся игра перестала быть для него лишь игрой. Свободного места вокруг них стало значительно больше. То ли многие уже докурили, то ли решили отойти подальше от сумасшедшей парочки. Что со мной могло случиться? Это был странный, даже нелепый вопрос, учитывая, какое у Юнги при этом было лицо. «Почему ты боялся?» «Потому что ты перестал мне звонить?» Чимин не мог ответить, что только по этой причине. Какое-то иррациональное чувство тревоги появилось в его душе еще несколько дней назад. Будто случится что-то плохое.
С Чимином такое случалось крайне редко. Но уж если случалось, значит, точно жди беды. Потому что я не знал, где и как тебя найти. Потому что я хотел найти тебя. Я нашел сейчас, но это же просто случайность. Я до сих пор не могу поверить в это, и я хочу спросить, что случилось, Юнги? Что с тобой случилось? Случилось, жалобно переспросил тот. Случилось, что я идиот. Я так хотел порадовать его, показать, как я его ценю. Он судорожно вздохнул, запирая слезы внутри. Не надо меня искать, Чимин. Пожалуйста, не надо. Я этого не заслуживаю. Ты недостоин, многоголосо отозвалось в голове. Чимин отнял руку и сглотнул еще раз, несколько раз. Сейчас ком в горле стал настолько большим, что справиться с ним было сложнее. «Я буду тебя искать», — упрямо выдавил он. «Развода ты не получишь». И это не было никакой шуткой. Не сейчас. Точно. Вспомнил Юнги, рванул галстук на шее, пуговицы рубашки и цепочку, зажав кольцо в ладони. «Возьми его, пожалуйста. Я недостоин, Чимин. Недостоин быть твоим супругом». Тот замотал головой, пряча руки. «Не возьму. Я не возьму, Юнги». Он даже плакать перестал, потому что его уже колотило от злости и упрямства. «Только мне сейчас решать, должен ли ты быть моим супругом, или я уже это решил. Поэтому я не возьму. Я не изменю своего мнения, даже если ты сейчас взорвешь этот аэропорт». Ляпнул он первое, что пришло в голову. «Я не перестану считать тебя достойным». Юнги хмыкнул. Схватил Чимина за плечо, дернул к себе и на мгновение прижался своими губами к его губам. Этот поцелуй не был ни нежным, ни сладким. Откуда там сладости взяться после стольких выкуренных сигарет? А потом он оттолкнул Чимина назад и бросил кольцо с обрывками-цепочками на столик. «Но я не хочу, Пак Чимин», — холодно и безразлично сказал он. «Я не хочу быть твоим супругом. Не хочу тебя». Он развернулся на каблуках и вышел прочь, подальше от всего, что могло привязывать его к Америке. Чимин еще долго сидел, глядя в одну точку, на стол, на то самое кольцо. Он не мог курить или замечать что-то вокруг себя. Он не мог даже пошевелиться. Его оглушило дважды, как будто он взорвался вместе с аэропортом. Его разнесло на мелкие осколки, все его существо противилось чужим словам, но приняло их, и от этого развалилось. Он не помнил, как вернулся к Тэхёну, не знал, какое у него было лицо. Казалось, он сам остался там, в этой минуте, когда Юнги притянул его к себе для поцелуя. То, что пришло к напарнику, Чимином уже не было. Лишь его тело, может быть, даже разум, но перевернутый напрочь, но больше ничего. Тэхён смотрел тревожно, что-то спрашивал, держал Чимина за руку, притягивал к себе раз за разом, повторяя какие-то слова. А Чимин неожиданно выворачивался, ворча, что вокруг слишком много людей, но совсем не помнил, что еще говорил напарнику. Старался звучать связно, логично и отстраненно. Сейчас он точно не мог бы рассказать, что с ним только что произошло, потому что застрелиться на глазах у всего аэропорта не самая лучшая идея. А проживать еще раз этот кошмар равно застрелиться так или иначе. «Чимини, хочешь, поедем домой?» — спросил Тэхён. «Полетим завтра. У нас скоро рейс и запланированная встреча. Нам нужно будет работать. И хватит меня уже так называть, когда мы работаем». Да, страдать от его состояния приходилось самой близкой родственной душе, хотя Тэхён этого совершенно не заслуживал. Тот помолчал, кивнул и ушел, чтобы через несколько минут вернуться со стаканом теплой воды. Стакан пах какими-то успокаивающими каплями. «Выпей, пожалуйста», — попросил он.
Просто выпей это». Отказываться Чимин не стал, но не помнил ни запаха, ни вкуса. А в самолете достал документы, которые читал уже много раз, и сделал вид, что что-то в них еще не запомнил, не перечитал. Молчал до самого отеля, в котором их, конечно, снова поселили вместе. «Прошу прощения». Неожиданно он обратился к девушке за стойкой. «Мы можем посмотреть отдельный номер для меня?» «Ты снова это делаешь», — тихо сказал Тэхён. «Я в чем-то виноват. Ты снова хочешь уйти, не объясняя ничего». «Я очень хочу побыть один», — проговорил Чимин, и мрачно, но слегка виновато. «Не хочу, чтобы ты переживал, если что-то услышишь. Я потом тебе все объясню, и я никуда не ухожу. Это просто отдельный номер». «Да, у нас есть варианты», — осторожно встряла девушка за стойкой. Но Чимин поднял на Тэхёна взгляд и внезапно махнул рукой. «Извините, не нужно. Пойдем так». Он подхватил свой чемодан и направился к лифту. А там, дождавшись напарника, просто ткнулся в его плечо лбом и застыл так, словно статуя. Он не плакал, нет, но и не двигался совсем, напряженный и пустой одновременно. Больше всего Тэхёну хотелось его обнять, сжать в руках, усадить на колени, закрыть от всего мира и спросить, что случилось, что могло случиться за полчаса. Но он открыл перед Чимином двери номера и вошел в первую же спальню, чтобы обернуться и сказать: «Если я буду нужен, я рядом». «Ты мне нужен», — отозвался Чимин и зашел следом. Нужно было разобрать вещи, переодеться, сходить в душ, поспать хотя бы немного, позавтракать, вернуться к делу. Но Чимин готов был просто лечь и лежать, пока его бренное тело не разложится на этой кровати. Тэхён снял с него пальто, усадил на край постели и снял туфли, а потом подтолкнул в плечо, укладывая. Распустил галстук и выдернул ремень. «Хотя бы так», — пробормотал он и лег рядом, молча обнимая, осторожно и легко, готовый как отпустить, так и сжать крепче, если понадобится. Чимин снова не помнил, сколько он так лежал, не двигаясь, лишь только положив руку на талию друга. «Он ушел, Тэхён», — проговорил он наконец, заставляя себя сказать это, вспомнить и признать. «Юнги. Он вернул мне кольцо и ушел». Тэхён неслышно ахнул, рывком прижал Чимина ближе в свое плечо, поглаживая по спине и не говоря ни слова. Слова тут были лишними. «Теперь в моей жизни не будет ни женщин, ни мужчин», — подытожил Чимин свои мрачные мысли. Дело было даже не в том, что на Юнги что-то сошлось клином. Просто Чимин знал, что если снова еще хоть раз мельком ощутит то, что вызвал в нем голос Юнги, он сбежит от этого человека быстрее, чем от стихийного бедствия. Но это ничего. У меня есть ты и Намджун. «У тебя есть мы», — подтвердил Тэхён. Он мог бы сказать, что такое случается, что чувство не всегда бывает взаимным, что боль проходит. Но, кажется, Чимину сейчас не нужны были такие слова. «Прости, что я попытался от тебя скрыться», — прошептал тот. «Можно я схожу в ванную? Но не заходи ко мне, пожалуйста. Чтобы не услышал, не заходи». «Только умоляю, не делай глупостей». Тэхён разжал руки, отпуская, чтобы проводить взглядом, перекатиться по кровати и сесть на край, зажимая запястье коленями. «Что же ты наделал, Мин Юнги?» — одними губами прошептал он, хотя хотелось просто разнести к чертям какой-нибудь город. Чимин не знал, откуда в нем столько боли, которой нужно было даже не выплакать, выпустить лишь через крик и вой. Почему это нужно было делать именно под струями воды, он тоже не знал.
Может, шум воды позволял ему не сдерживать громкость о возможных соседях, которые тоже могли услышать это почти нечеловеческие звуки. Тимин никак не мог сейчас переживать. Он всегда старался быть удобным, вежливым. Да, он бывал резок, но посторонних людей старался не тревожить. Всегда думал, что о нем подумают посторонние люди. Правда, последнее время этот принцип нарушался все чаще. И не представлял, что его можно довести до такого состояния буквально несколькими словами. Они въелись в него, как кислота, прожгли его насквозь. Они сделали ему так больно, что только крик мог помочь. Тимин надеялся, что тот хотя бы немного поможет. Когда все наконец стихло, и его голос, и вода, он еще долго не выходил к Тэхёну, чем, наверное, заставил переживать за себя еще сильнее. Но все-таки вышел, мокрый, даже не завернувшись в халат. Еле дошел до постели, упал в нее и тут же завернулся в одеяло, уткнувшись лицом в подушку, и не мог больше выдавить ни звука. Даже извиниться перед Тэхёном не мог. И почему-то не хотел ни перед кем извиняться. Together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water like a teardrop in your palm, and it's a hard winter's day. Dream